Девы и не девы. Всем привет! С вами Вероника Никитенко из Центра Алхимия. Будем смотреть сегодня расклад в 4 вариантах, когда я выйду замуж или когда я женюсь. Выбирать могут и мальчики, и девочки. 4 варианта. Аметист, морской камушек, ракушка и шишка от неизвестного. От неизвестного дерева шишка. Смотрите-ка, какой интересный, важный здесь вопрос у многих людей. Напомню, что смотреть еще раз мы будем с вами расклад на тему, когда я выйду замуж или когда я женюсь, когда это вообще будет. Вот, посмотрим, знаете ли вы уже своего будущего, так сказать, мужа или жену, или еще не знаете, и вам только-только предстоит познакомиться. Пока я тасую колоду, можно немножко помедитировать, опираясь на те звуки, которые вы слышите прямо сейчас. Вот представьте, в жизни столько много людей, столько много. Из этих людей только один или одна станут тем самым человеком, с которым вы доживете счастливо до конца своих дней. Поэтому не расстраивайтесь, когда расстаетесь с кем-то. Если человек из вашей жизни выпадает, так тому и быть. Выпал, как говорится, или выпала одна, значит появится кто-то другой. Потому что те, кто на самом деле должны с вами быть, они из вашей жизни не выпадут никогда. Но только если умрут. Вот. И помните всегда об этом, потому что это очень важный момент, о котором все люди, как правило, забывают. Так, ну что, поехали. Первый вариант, второй вариант, третий вариант, четвертый вариант. Начинаем мы с первого варианта. Все, кто выбрал этот красивый аметист, всем привет. Всем привет. Итак, значит, я тут тайминг сразу записываю. Когда вы первый вариант, когда вы выйдете замуж, давайте так вот это вот сместим все, когда вы выйдете замуж. Звезда, слушайте, ну, наверное, кто-то может выйти замуж уже весной, а кто-то выйдет замуж, наверное, через год. В следующем году многие могут выйти замуж или жениться в следующем году. Тут прямо-таки предстоит еще достаточно длительный период, покуда вы придете к браку. Кто ваш будущий избранник или избранница? Человек сложный, импульсивный, внимательный. Не могу сказать, что конфликтный, но точно обладает даром убеждения вообще. И всех, в принципе, может заткнуть за пояс. Человек, которому не чужда тема соревнования. Человек, который хочет быть лучше всех. Вот лучше всех хочет быть. Человек, у которого в жизни всякие разные происходят сложности и трудности, и он или она самостоятельно эти трудности преодолевают. Никогда не обращаются, как правило, ни к кому за помощью, все стараются делать сами. Знакомы ли вы в настоящий момент времени? Шестерка пентаклей. У многих людей здесь факт знакомства как таковой уже состоялся. Вы с этим человеком уже знакомы. Вот. Но такое у меня складывается ощущение, что либо вы, либо этот человек, о котором идет речь, либо, может быть, вы оба одновременно не рассматриваете друг друга прямо сейчас как потенциальный муж и жена. Вот. Здесь может быть такая вот история, что пока не рассматриваете, потому что ну, как-то вот, как будто не верите, что это вообще на самом деле может произойти. Вот. Но, тем не менее, контакт здесь однозначно есть, тут люди уже знакомы. Где вы познакомились? Ну, или при каких обстоятельствах познакомились? Познакомились или в сети, какое-то сетевое знакомство, или познакомились как-то вот, ну, не видя друг друга. Вот обстоятельства были весьма туманные и размытые, что в вашей жизни, что в жизни вашего будущего мужа или жены ни черта не было непонятно, как говорится, и вообще не ясно было, что будет дальше. Вот на этом аспекте вы как-то и познакомились. Вот. Какими будут или каким будет в итоге ваши отношения и ваш брак? Рыцарь кубков. Очень чувственными, очень теплыми, очень счастливыми. И вы, и человек, за которого вы выйдете замуж, или женщина, на которой вы женитесь, вы будете любить друг друга, ценить друг друга, и дарить друг другу только положительные эмоции. Многие в ходе этого брака переедут, поменяют место жительства. Кроме всего прочего, многие будут оберегать этот союз, вот прям, я не знаю, как зеницу ока. То есть такой вот священный грааль души, когда хочется постоянно быть вместе, постоянно рядом, но при этом никого особенно как-то вот не впускать в свою жизнь. Будете признавать и вы,
и вас будет признавать, ваш авторитет, вашу любовь, вашу чувственность. Вот такие вот дела, ребята. Так что я всем желаю удачи. Пока-пока и до новых встреч. Вариант номер 2. Все, кто выбрал вариант номер 2, всем привет. Давайте смотреть вашу историю вашего брака. Итак, когда вы выйдете замуж или женитесь? 8 мечей. Такое ощущение, что во втором варианте вообще сам факт брака — это такой абсурд, потому что как будто я даже не знаю, когда внутренний человек говорит: слушайте, тут не скоро. Здесь история про то, что как будто вы сами отгораживаетесь от возможного вступления в брак по каким-то надуманным, с одной стороны, причинам, а с другой стороны, по каким-то причинам, которые связаны с вашими страхами. Но я тут во втором варианте, когда я выйду замуж, вижу только историю какую-то зимнюю, такую зимне-осеннюю, да, может быть, я не знаю, пройдет, ну, точно года 3, мне хочется сказать. Вот такое чувство, что многие люди, которые здесь сейчас вне пары, у вас срок вступления в брак датируется ближайшими 3 годами. Ближайшими 3 годами. Но опять же, вы никого не ищете и не искали. Вот у вас внутренняя уверенность, что этот человек найдется сам. Здесь после какой-то трагедии жизненной, связанной с предыдущими отношениями, которые вот они вас сковали вообще по рукам и ногам, такое чувство, что еще не все разрешено в прошлых отношениях. Вот те, кто был уязвлен как-то и изранен в самое сердце, вот, ну, 3, да, может даже и 5 лет такая здесь будет история, 3-5 лет. Фигура есть какого-то человека в вашей жизни, который до сих пор не отпускает вас, 3-5 лет. Кем будет этот человек, за которого вы в итоге выйдете замуж или женитесь? Человек себе на уме. Тот или та, кто расчетлив достаточно, интересуется только собой, постоянно работает, не особенно стремится как-то вот отдыхать. Короче, человек увлеченный, вот так скажу. Человек, которому комфортно находиться в своем собственном одиночестве. Человек, который не стремится вообще ни к какому партнерству. Имеется в виду к партнерству, к сближению. Вот. То есть, безусловно, отношения интересны настолько же, насколько интересна и работа, и деятельность. Вот. Но как-то вот человек привык, адаптировался к своей свободе, поэтому и свободу однозначно будет давать полную и вам. То есть не будет никаких ограничений, никаких проблем. Будет абсолютно тотально доверять вам, ну и, конечно же, будет требовать такого же отношения к самому себе или к самой себе. Знакомы ли вы в настоящий момент времени уже сейчас? Туз Пентаклей. Еще нет. Здесь людям только предстоит познакомиться. Здесь как такового факта знакомства еще не было. Но появление этого человека в вашей жизни многие уже предчувствуют. И, может быть, предчувствуют уже в этом году, или начнут предчувствовать, вот как только вот это буйство красок весеннее появится, или вообще вот жизнь такая будет какая-то яркая, красивая, солнечная, появится предчувствие знакомства, ощущения. Где вы познакомитесь? Где вы познакомитесь? Познакомитесь буквально, кто-то действительно прям на похоронах познакомится, знаете, или поедет зачем-то на кладбище, как мы раньше с подругой на Ваганьковское кладбище гулять ездили. Вот где-то познакомитесь в таком месте, может быть, это будет музей, может быть, это будет действительно кладбище, может быть, это будет какая-то, я не знаю, выставка археологическая или что-то еще. В общем, какое-то культурно-массовое мероприятие, в том числе, кстати, театральная какая-то деятельность. А многие могут познакомиться, кстати, в местах боевой славы, в кавычках. То есть в тех местах, в которых вы были молодыми, в котором вы там развлекались по-всякому, в котором есть что вспомнить. Вот такая вот какая-то здесь интересная история. Как вы узнаете вообще, что этот человек, это этот человек? Узнаете по... Вот явных признаков не будет никаких. Вы сможете почувствовать просто, что это мое. Вот прям сможете почувствовать. Какие-то внутренние появятся сигналы, которые вот дадут вам понять, будете ли вы вообще счастливы в этом браке полноценно. У нас мир, конечно, будете. И вы будете счастливы, и точно, и партнер ваш будет абсолютно счастлив. Здесь, ну, какой-то очень гармоничный такой, знаете, брак-дружба. Взрослый, зрелый брак. Вот история про то, что здесь встречаются 2 человека и женятся, потому что они готовы. Они действительно готовы, они этого хотят. Вот такая вот история. Так что, ребят, всего вам самого наилучшего.
Пусть вам повезет. Берегите себя. И пока-пока. А мы приступаем к третьему, вернее, варианту. Мы приступаем к третьему варианту, к этой ракушечке. Давайте смотреть вашу историю. Когда вы выйдете замуж или женитесь? Когда? Десятка пентаклей. Ой, совсем скоро. В этом году многие уже выйдут замуж или женятся. Прям в этом году. В этом году, может быть, ближе к осени. Или где-то там ближе к лету. Но вот такое впечатление, что уже у многих здесь как будто семья не просто вот есть, она прям... Ну, прям, может быть, даже уже и есть, кстати. Такое тоже может быть. Ну, что вы вместе живете, просто, может, брак официально не заключен. Кто этот человек, кто станет вашей, так сказать, судьбой? И у нас 20-й старший аркан, карта кармических отношений, хороших, счастливых брака. То есть вы выйдете замуж или женитесь на человеке, с которым вы идете вместе, рука об руку, не одну жизнь. Знакомы вы друг с другом давно. Человек это такой же глубокий, как и вы. Принадлежите вы к одной земле, к одним корням, я не знаю, там, к одному какому-то мировоззрению. То есть какая-то у вас единая система ценностей. Глубокий или очень глубокая. Человек-спасатель или спаситель. Вот в каком-то смысле так. Знакомы ли вы в настоящий момент времени? Ну, сразу король кубков. Конечно, знакомы. У девочек точно здесь есть мальчик, которого они любят. У мальчиков точно есть девочка, которую они любят. Вот. При каких обстоятельствах или где вы познакомились? Император. Здесь история про то, что познакомились либо благодаря какому-то мужчине, либо благодаря каким-то сложным событиям, которые в том числе связаны, знаете, с такими какими-то жесткими действиями. Это могут быть какие-то структуры властные, это могут быть какие-то события такого глобального геополитического какого-то масштаба, это может быть работа, это может быть бизнес, то есть вот история про это, да, то есть один из вас как будто вот мог найти другого где-то именно вот при таких обстоятельствах, но Здесь кого-то мог познакомить, прям, я не знаю, что-то вот, как бы, не муж или не отец. Вот какая-то странная история, даже не знаю, что сказать, слушайте. Но познакомились в обстоятельствах таких вот, в которые требовали каких-то сложных решений жизненных и вот таких экстраординарных. Насколько вы будете счастливы? Вообще будете счастливы друг с другом или нет? Шестерка мечей. Будете? Мужчина будет занимать ключевую роль в браке, будет брать на себя ответственность, женщина будет прислушиваться к его решениям, к его мнению, к его мыслям, будет ценить его. Вот. При этом я бы сказала, что стратегически в вашей совместной жизни такая будет история какого-то непростого движения друг к другу. То есть оно будет сопряжено с какими-то сложностями, опять же, внешнего характера. Здесь как будто мужчина может баламутить воду, часто делать вам нервы, вводить вас в состояние какого-то тупика. Ну, то есть на этапе развития ваших отношений и движения, опять же, к семье будет много каких-то непонятных историй, которые будут вас немножечко из колеи выбивать. Будете думать, что, блин, я, конечно, никуда от тебя не уйду, но как поступить в этой ситуации, я тоже не знаю. Вообще ничего не буду делать, делай, что хочешь. Вот хочешь быть со мной, значит, будь. А не хочешь, так и иди ты к черту, как говорится. Вот такая история, ребятки. Все, кто выбрал вариант номер 4. Так, запишем тайминг, на каком варианте у нас там это все происходит. Давайте смотреть вас. Когда вы выйдете замуж или когда вы женитесь? Тройка пентаклей. И точно такой же ответ, как и практически в варианте номер 3. Посмотрите еще и третий вариант. Тройка пентаклей говорит о том, что буквально очень скоро, да, вот примерно от 3 месяцев, может быть, у некоторых людей до 1 года здесь состоится брак. Но тут опять же история про то, что сам факт брака, он вроде как уже решен. Все в голове. Здесь уже есть какие-то обстоятельства определенного характера в вашей жизни, которые, брак для вас делают неизбежным. Да. Более того, уже какие-то документы даже у многих здесь, я не знаю, заполнены, подписаны, что-то еще. Причем не обязательно, что эти документы относятся к браку напрямую, но что-то здесь уже такое есть. Кто этот человек, за которого вы выйдете замуж, или на который
вы женитесь. Хороший человек, внешне совершенно спокойный, абсолютно. Внутренний такой немножечко нетерпеливый, импульсивный. Человек, с которым очень хорошо и комфортно жить, человек, который умеет грамотно организовывать быт, человек, который умеет и работать, и отдыхать, человек, которому нравится то, что есть внутри его партнера, это тот, кто точно будет интересоваться тем, что с вами происходит, вашими чувствами, вашими эмоциями, потому что для этого человека будет очень важна ваша какая-то внутренняя стабильность, статичность, да, хорошее настроение и так далее. Знакомы ли вы в настоящий момент времени? Интересное кино здесь. Я бы сказала, что многие люди здесь действительно уже знакомы. Прямо так вот знакомы, но как будто или кто-то сейчас ушел от знакомства, или вы как были знакомы. То есть вы познакомились, да, но друг на друга внимания не обратили, и каждый пошел своей дорогой. Ну вот, был и был факт знакомства. Ну, прямо-таки интересно. Достанем дополнительную карточку. Что, да, здесь многие люди уже были знакомы когда-то в прошлом. Такое ощущение, что здесь вот какая-то в далеком прошлом были знакомы, в очень далеком. Прям вот совсем давно. Может быть, кто-то был подростком, детьми или совсем молодыми и юными. Вот. Но при этом сейчас человек изменился, и вырос, изменился, и вы, и тот, за кого вы в итоге вот выйдете замуж, это тот, с кем придется знакомиться, видимо, по-новому. При каких обстоятельствах вы познакомились, ну или снова встретитесь? Какая-то случайность. Вот здесь произойдет какая-то случайность. Здесь, мне кажется, в вашу жизнь ворвется этот мужчина снова сам. Здесь женщина ничего делать не будет, здесь мужчина ворвется в вашу жизнь сам снова. Это какой-то будет вопрос, который касается работы, или какой-то будет вопрос, который касается вообще там жизненных аспектов. Ну вот он или она сам появится. Ну, как вы узнаете, что это тот самый человек? Слушайте, я не знаю, почему здесь такое ощущение, что женщине вообще пофиг будет на дядечку. Она будет думать, слушай, ну ты, конечно, классный, может быть, и хорошо, что ты пришел, но надо было ценить меня раньше. Вот раньше здесь, как вы узнаете, что это тот человек, который вам нужен, ну вот женщина будет так вот вести себя отстраненно. Она будет, конечно, поддерживать с вами светские беседы, разговаривать на какие-то интересные вещи, обсуждать с вами всякие вопросы, но при этом близко допускать не будет. Будет, ну, напишите вы, ну, напишите, позвоните, ну, позвоните. Сама она не появится. Будете ли вы счастливы? Справедливость. В полной мере я бы сказала, что будете счастливы, потому что этот брак для вас, он будет браком воздаяния за прошлые какие-то, наверное, ваши беды и вашу боль. Здесь в этой карточке история про новое будущее, что вот этот брак — это как вознаграждение за все, что вы в своей жизни пережили, и поэтому вам дают такого человека снова, который вроде бы и был когда-то хорошо вам знакомым, но сейчас изменился, это вообще другой персонаж совершенно, и с этим человеком у вас обоих очень много будет интересных жизненных ситуаций, и очень много каких-то совместных открытий. Поэтому, да, здесь очень много счастья и любви. Так что, ребята, я вам желаю удачи. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.